Всем привет! Меня зовут Катя, и я очень рада, что вы заглянули на мой канал. Сегодня я покажу, как сделать своими руками вот эту яркую пасхальную композицию. Для цветов мне понадобится иранский фоамиран. Начну с пионов. Для одного цветка понадобится 20 лепестков. Для удобства я сначала нарезала фоамиран на квадраты 4 на 4 сантиметра. Теперь просто их скругляю, чтобы придать лепестку каплевидную форму. Верхний край лепестка должен быть неровным, таким как бы рваным. Если у вас есть фигурные ножницы, то эту работу можно с легкостью доверить ребенку. Думаю, ребенок с радостью вам поможет и поучаствует в создании композиции. Можно маникюрными ножницами сделать небольшие волны или просто ногтями надорвать край лепестка. На 10 лепестках делаю надрезы. Не везде одинаковые, на каком-то лепестке посередине, на каком-то лепестке сбоку, а на каком-то 2-3 надреза. Чем более разные получатся у вас лепестки, тем натуральнее будет выглядеть ваш цветок. Удобнее обрабатывать лепестки, предварительно разогрев их на утюге. Так фоамиран лучше скручивается и истончается. Абсолютно все лепестки обрабатываю одинаково, просто скручиваю их между пальцев и немного растягиваю. Сердцевинку делаю из готовых мелких желтых тычинок. Склеиваю пучок из 10 штук и вклеиваю его на проволоку. Собирать начинаю с разрезанных лепестков. Первые приклеиваю вплотную к пучку тычинок, чтобы закрыть эти белые ниточки. И так постепенно приклеиваю лепестки друг напротив друга. У меня в каждом цветке по 20 лепестков, но вы можете использовать больше или меньше, чтобы сделать цветы более или менее пышными. Собирать свою композицию буду в небольшой плетеной корзинке. Для того, чтобы закрепить в ней цветы, я вырезала круг из пенопласта подходящего диаметра. И чтобы он не просвечивался сквозь плетение корзинки, я оклеиваю его зеленой гофрированной бумагой. Сделаю еще одни цветы, похожие на маленькие пиончики. Они делаются точно так же, как и большие, только на этот раз я взяла квадраты 2 на 2 сантиметра. Лепестки будут двух цветов, желтые и оливковые. Так как сегодня в композиции я буду использовать исключительно желтые цветы, мне хочется, чтобы их оттенки все-таки отличались между собой. Для этого я затонирую лепестки масляной пастелью. Чтобы получить только легкий оттенок, я наношу ее губкой. Просто нагреваю лепестки на утюге, чтобы фоамиран слегка подкрутился. Можно обработать лепестки точно так же, как у больших пионов, перекрутить их, истончить, но с такими маленькими лепестками это будет довольно долго. Серединка будет точно такая же, но на этот раз я взяла 5 тычинок. И приклеиваю сначала желтые, а затем салатовые лепестки. На такие бутончики уходит 15-17 лепестков. И для композиции мне еще понадобятся розы. Чтобы их цвет также отличался от пионов, опять буду тонировать фоамиран масляной пастелью. На этот раз я наношу ее прям сразу на фоамиран, не растираю губкой, потому что цвет не очень насыщенный и так его будет хотя бы заметно. Быстрее всего сначала покрасить полоску, а потом уже разрезать ее на квадраты. У меня размер лепестков будет 3 на 3 сантиметра. Точно так же скругляю края, а нижний край оставляю плоским. Лепестки можно сначала разогреть на утюге, а уже потом скручивать наружу и перетирать между пальцами. Так я не только истончаю край лепестка, но еще и растушевываю пастель. На каждую розу понадобится 17-20 лепестков. И я хочу показать вам несколько вариантов сборки. Можно сначала склеить лепестки внахлёст друг на друга и скрутить их вокруг проволоки. Или приклеивать по одному лепестку. Первым я оборачиваю проволоку, чтобы закрыть ее край, а все остальные наклеиваю в шахматном порядке. Листья вырезаю из прямоугольников 2 на 3 сантиметра. По краям делаю небольшие надрезы.
и нагреваю на утюге. Так фоамиран по краям сворачивается, и эти зубчики становятся еще более заметными. Когда в композиции не все цветы одного размера, на мой взгляд, выглядит более гармонично и натурально. Поэтому я хочу сделать еще и бутоны. Для них мне понадобится по 3 лепестка. Сначала наматываю на край проволоки небольшой кусочек фольги и оборачиваю ее первым лепестком, чтобы верхушка полностью скрыла фольгу. И приклеиваю еще 2 лепестка и 3 листика. Все цветы у меня готовы, осталось только собрать композицию. Распределяю цветы по корзине и вставляю проволоку в пенопласт. Еще хочется украсить корзинку вот таким петушком. Он из пенопласта, поэтому в него легко можно вклеить проволоку. После того, как я выбрала место для него, уже вклеиваю яйца и распределяю остальные цветы. Возле петушка стараюсь заполнить пространство салатовыми цветами, чтобы на их фоне он поярче выделялся. Сначала мне казалось, что я сделала достаточно цветов для такой корзины, но их все равно оказалось маловато. Решила добавить вот такие покупные тканевые цветы. Вы, конечно, можете использовать в такой композиции только готовые цветы. Это, конечно, будет в разы быстрее по времени. Но, на мой взгляд, цветы ручной работы выглядят более интересно и аккуратно. На этих цветочках проволока мягкая, и она не вставляется в пенопласт. Поэтому я их просто подклеиваю. И после того, как я все пустое пространство заполнила цветами, можно уже добавлять более мелкий декор. Сначала я хотела использовать только желтые яйца, но потом мне захотелось все-таки добавить и других цветов. Но так бы композиция смотрелась уж очень однообразно, и мне захотелось добавить салатового цвета. Под прошлой пасхальной композицией с кроликом меня просили сделать композицию в чисто весенних оттенках, и поэтому мне не хочется добавлять сюда никаких дополнительных цветов, поэтому сахарные ягодки я тоже добавляю желтые, ну и салатовые с красным бочком. Можно было бы добавить красный в цвет гребешка, но я посчитала, что они будут перетягивать на себя внимание. Ну вот и все, моя корзинка полностью готова. Обязательно пишите комментарии, предлагайте какие-то свои идеи для моих следующих работ. Как видите, я к вашему мнению обязательно прислушиваюсь. А если еще не подписаны на мой канал, то можете сделать это прямо сейчас. И на колокольчик нажать не забудьте, чтобы точно не пропустить следующие выпуски. Ну и на этом у меня сегодня все. Прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь следующее видео выйдет уже совсем скоро.